Ну вот смотрите, сейчас уже начало октября. Рядом с томатами у меня растут огурцы. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, садоводы и огородники. В этом видео я дам вам несколько полезных советов о том, как выращивать на одном и том же месте, ну допустим вот в поликарбонатной теплице, долгие годы, овощи, томаты, помидоры, огурцы, баклажаны без снижения их урожайности. Бытует такое мнение, и оно, конечно, верное, о том, что если выращивать на одном и том же месте, ну допустим вот, к примеру, томаты на одной и той же грядке выращивать, то через несколько лет земля будет истощаться, так как эта культура будет выносить большое количество макро- и микроэлементов из земли. Также будут накапливаться болезнетворные микроорганизмы на одном и том же месте, если выращивать томаты. Вот как всего этого избежать. На самом деле это достаточно просто. И первое, что нужно делать, что нужно соблюдать, это севооборот. Если в вашей теплице сформированы две грядки, то тогда в один год мы выращиваем на одной грядке, допустим, томаты, на соседней грядке мы можем выращивать перцы или огурцы. То в следующем году место выращивания томатов и огурцов нужно просто поменять. Но еще более лучший вариант, когда в вашей теплице не две грядки, а три. Тогда вы можете выращивать спокойно три культуры каждый год, просто меняя место расположения. Ну, допустим, на одной грядке у вас будут огурцы, на другой перцы и на следующей томаты. В этом случае я рекомендую вам ежегодно менять место выращивания тех или иных культур. Второй очень полезный и простой агроприем – это, конечно, применение сидератов. Я рекомендую при выращивании томатов на одном и том же месте, ну или не обязательно томатов, тех же огурцов, перцев, баклажанов, я рекомендую после того, как вы соберете урожай, осенью засеять эту грядку сидератами. Но нужно иметь в виду, чтобы сидераты выросли даже в условиях теплицы, нужно примерно около месяца теплой погоды. Конечно, например, горчица, она выдержит легкие заморозки, но если у вас уже вот скоро наступит такая погода, когда будут серьезные морозы, особенно в ночные часы, то тогда вот примерно рассчитывайте так, чтобы у вас был месяц хотя бы такого относительно теплого времени, чтобы горчица успела вырасти, ну хотя бы примерно на 10 сантиметров. Горчица хорошо обеззараживает почву, обогащает ее макро- и микроэлементами, улучшается ее структура, воздуха и влагопроницаемость. Сейчас я изменю вид камеры и покажу вам, как я засеваю горчицу в тот период, когда у меня еще растут и плодоносят томаты на грядке. Хотя до холодного периода года, когда ночью уже возможны достаточно сильные заморозки, у меня есть примерно в запасе еще 1 месяц. Прежде чем я буду засевать сидератами, я вам хочу показать, как выглядят мои грядки, на которых растут томаты. Вы можете сказать, что я их уже давно не полол. Это действительно так. И смотрите, сейчас у меня видно, что есть сорнячки. Но это совершенно ничего страшного. Сейчас я вам покажу, как правильно засеять горчицу. Быстро, просто и легко. При этом не нужно все вот это выпалывать. Очень удобно хранить семена горчицы вот в такой емкости от моющего средства. Здесь также есть вот такой вот мысок, с помощью которого очень удобно проводить засев. Смотрите, показываю вам на небольшом кусочке земли. Засыпали сверху горчицу, можно прям по сорнячкам. Далее берем плоскорез и вот так вот вместе с этими сорнячками заделываем семена горчицы в грунт. Когда горчица начнет прорастать, она забьет все эти сорнячки, и они уже не будут так активно развиваться. Естественно, накануне я хорошо
полил землю. Вот видите, земля у меня влажная. Это очень важно. Вот таким образом я провожу засев горчицей грядки, где у меня растут томаты. При этом томаты у меня остаются на месте, они еще будут плодоносить. Урожай на верхних частях растений еще созревает, как я вам показал, поэтому выдергивать томаты при засеве горчицей не нужно. Итак, я засеял семенами горчицы грядку с томатами. Сейчас я плоскорезом их заделаю, зарыхлю в почву, а далее я вам покажу еще один очень важный и полезный агроприем, как обеззаразить землю, на которой вы ежегодно выращиваете одни и те же культуры. После засева почвы горчицей в качестве сидерата я обычно еще провожу дополнительную обработку фунгицидом. Бывает, я использую марганцовку для этих целей. 10 грамм марганцовки я растворяю в 10-литровой лейке и этим раствором проливаю землю. Либо использую вот такой препарат, натуральный фитоспорин, который вам всем хорошо известен. Я беру 10 грамм фитоспорина, вот такой пакетик, и также добавляю в 10-литровую лейку и проливаю почву на грядке, где у меня растут овощи. Хорошо перемешиваю. И через несколько минут раствор будет готов. Равномерно проливаю почву этим составом. Я надеюсь, что данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания овощных культур в теплице. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев!